Кронштейн для телевизора, кронштейн для телевизора, кронштейн, кронштейн, кронштейн. А это у нас топ-5 кронштейнов для крепления телевизоров на стену. Любой диагонали, для любого веса, под любой кошелек, скажем так, под любой бюджет. И сегодня мы с вами рассмотрим именно такое сводное видео, потому что вопросов много, а вот на все ты обзоров действительно не наделаешь. Каждый из этих кронштейнов это отдельное видео, очень-очень много работы. Поэтому сегодня мы с вами смотрим характеристики, смотрим, сколько они стоят, где их можно купить. И, конечно же, я вам открываю все и покажу комплектацию, но перед этим вы подпишитесь, нажмите колокольчик, ссылочки в описании под видео. И поехали на каналчике Технозон. А теперь посмотрим на именно конкретно эти кронштейны поближе и что вот в характеристиках заявляется. Конечно же, посмотрим их комплектации. Есть вот такой вот у нас вариант KL3869T. Это фирма Bratek, очень известная фирма. И это вот кронштейн, я вот на него сейчас смотрю, недорогой кронштейн до 100 дюймов с наклоном. Он вообще в категории цена-доступность. Есть, мы разные ссылки искали. Здесь он стоит дешевле, здесь чуть дороже. Но есть и на Prom.ua, на, допустим, тот же самый розетку. Мы разместили в описании под видео. Все ссылки, которые есть. Теперь так, давайте посмотрим основные характеристики. Вот, пожалуйста. У нас диагональ до 100 дюймов. Это, вот, в принципе, очень качественный кронштейн для монтажа LCD панелей. Нагрузка до 75 килограмм, плюс-минус 5 градусов на 10. Это углы наклона и расстояние 85 миллиметров минимальное, которое может быть. Ну и веса здесь мультивесосовместимость. Еще и уровень есть. Хорошая альтернатива для тех, вот я сколько на него не смотрел, хорошая альтернатива именно для тех, кто ищет экономный вариант без каких-то там дополнительных степеней свободы, и он очень надежный, простой, с неплохой гарантией, отличный вариант для ТВ. Давайте посмотрим его комплектацию. Смотрите, это у нас Bratek, это конкретно KL3869T, первый в топе, и, скажем так, от 43 до 100, универсальность до 75 килограмм. И как мы видим, да, у нас есть инструкция. Инструкция есть во всех кронштейнах, которые мы сегодня будем показывать. Поэтому вот к ней возвращаться не будем. Инструкция это по умолчанию у всех. Смотрите, то есть, да, инструкции в принципе стандартные, все достаточно детально расписано. Теперь, то, что до 100 дюймов, здесь очень массивное крепление, есть пружинная защелка внизу навеса, то есть она защелкивается. Регулировка, как и вам и зачитывал, с углами наклона. При этом есть вот, пожалуйста, весокрепление, а есть контрвинты для того, чтобы контрить вот эти вот наклоны. Да? Также есть все крепления по дюбелям и, конечно же, сама по себе рама с пузырьковым уровнем. Вот она, достаточно массивная, и она не такая большая, как, например, у следующего участника топа, который от 60 дюймов, но там и вес поболее выдержит. Поэтому давайте идем дальше. На втором месте у нас кронштейн iTech PLB 120. Это мощный кронштейн с наклоном. Он выдерживает до 100 килограмм. Здесь он, кстати, на Prom.ua чуть-чуть дешевле, мы его там нашли. Здесь мы нашли его на розетке чуть-чуть дороже, но не суть-то дело. Опять же, все ссылки в описании под видео. И этот кронштейн уже, ну, такой себе тяжеловес я называю, потому что он может выдерживать действительно хороший вес. Подходит для 60-100 дюймов. Тут нужно понимать, что на маленьких телевизорах, хотя прилепить-то можно, но сам по себе размер кронштейна. Отступ от стены 130 миллиметров. Он весосовместимый на мультивесы, сам по себе весит 8 килограмм. Смотрите, что у нас тут еще из характеристик. Его размеры плюс 15, минус 15 углы, а это уже классно. Гарантия 5 лет. Кстати, у этого гарантия тоже, по-моему, 5 лет. Сейчас посмотрим. Да, 5 лет гарантии. Там у них у всех 5 лет гарантии. И я его отношу вот именно к тем кронштейнам, которые идеально подходят для очень тяжелых телевизоров. То есть, если вам нужен именно такой тяжеловесный, то, пожалуйста, вот такой вот PLB 120 подходит. Но у него есть ограничение от 60 дюймов. Вы это должны понимать. Мощный, устойчив для больших нагрузок и легко настраивается под разные углы наклона. Ну вот смотрите, сам по себе PLB 120. То есть, ну, как мы уже говорили, плюс 15, минус 15 и от 60 до 100, и плюс у него вес, да, там под 100 килограмм. И знаете, чем это обеспечено? Вот вы сейчас увидите, опа, смотрите, насколько здесь массивные крепления. То есть, если это крепление брать,
Вот его уникальность в том, что у нас есть пружинный механизм взвода. Видите, его можно потом, то есть вы поставили, телевизор повесили, защелкнулся, и потом, чтобы его снять, надо будет выдергивать вот эту чеку, скажем так. Регулировка плюс 15, минус 15, вы посмотрите на массив вот этого вот крепления. Само собой. Раму сейчас покажу. Рама крепления, вот такая вот, ну это массивный металлический элемент. Именно вот почему ее размер не подходит, он меньше, чем 60 дюймов. Потому что он сам по себе 1140 миллиметров длины. У него есть трафарет. Здесь могу отметить то, что есть все крепления из коробки. То есть вам не надо бегать и искать там дюбели, все уже подобрано под 100-килограммовую нагрузочку. А здесь у нас весокрепление, тоже все в одном со всеми проставками. Поэтому все в комплекте, очень хороший комплект, очень хорошее массивное крепление, сам по себе кронштейн именно массивный, поэтому вот такой вот и не есть. На третьем месте у нас кронштейн iTech PLB 100. Да, здесь PLB 100, 120, здесь PLB 100 есть и на Prom.ua, и на розеточке мы тоже вам нашли различные эти варианты. Он конкретно подешевле. Подешевле, знаете почему подешевле? Потому что нет углов наклона. Это для одного, вот тех, кто хочет тяжеловесный кронштейн, который выдерживает тоже от 60 дюймов до 100 килограмм. Смотрите, я сейчас открою вам все характеристики. До 100 килограмм и 5 лет гарантии, но абсолютно без наклона. Но и стоит он конкретно дешевле. А главное это то, что он очень-очень тонкий и практически незаметный. То есть он монтируется прямо к стене. То есть это просто рама с креплениями веса. Мультивеса совместимый. Хороший вариант, если вам не надо никакие углы наклона. Вот просто вы на стене монтируете. Это вообще отличный вариант для монтажа. Вот пошлите покажу вам его комплектацию. Смотрите, PLB 100, когда я говорил, что он минималистичен, я вот не преувеличивал. Смотрите, очень много разных моментов для крепления отверстий. Теперь смотрите, сама рама, она очень-очень тонкая. То есть она очень, имеется в виду сам по себе профиль, низкий профиль, скажем так. Она очень хорошо будет спрятана, потому что сами по себе весокрепления, они тоже тонкие из-за отсутствия механизма наклона. У нас есть контрмеханизм на пружине. То есть очень хорошо, если вам нужно поставить, вы поставили, раз, и все, оно защелкнулось. Надо снять, отдернули, сняли, все. То есть это очень удобно. Очень удобный вариант решения. Их таких у нас два, в принципе, да. Теперь по креплениям. Все дюбели рассчитаны до 100 килограмм. Весь комплект есть. Веса крепления со всеми проставками тоже имеется. Конечно же, есть инструкция. На четвертом месте кронштейн iTech PLB 2B от 43 дюймов до 90 дюймов. Есть на Prom.ua на розетке. Искали разные варианты. И это такой себе тоже кронштейн для любителей минимализма. Тоже практически незаметный. У него отступ от стены всего лишь 56 миллиметров. Это вообще максимальная нагрузка 80 килограмм от 43 до 90 дюймов. В отличие от PLB кронштейнов, да, которые вот это вот от iTech, да, которая, кстати, вот ошибочка тут, IC-Tech. IC-Tech. Нет, здесь iTech, а здесь IC-Tech написали. Ладно, то уже ошибки, ладно, то такое мелочи. То здесь уже можно от 43 дюймов начинать и до 90, и выдерживает до 80 килограмм. Поэтому это такое себе, знаете, если вам тоже нужен незаметный, но для более мелкой диагонали, то этот подходит отлично. Но у него есть еще и углы наклона плюс 5, минус 10 градусов. Тоже не стоит забывать о такой возможности. Неплохой кронштейн, прям очень неплохой. Незаметный, аккуратный и, кстати, очень легко монтируется. По комплектации сейчас покажу. А это у нас, видите, PLB 2B. Как мы видим, тут все написано до 80 килограмм, минус 10 плюс 5. Комплект. Смотрите, сама по себе рама, она достаточно массивная, она меньше, поэтому позволяет монтировать, как я уже говорил, смотрите, вот от 43 до 90 дюймов. Сам по себе крепежных, их два вот таких крепежных элемента с изменяемым вот таким вот углом наклона. И плюс у нас, видите, очень удобная ручка, которая позволяет нам контрить. Да? То есть вы законтрили это все дело, зафиксировали, все нормально. Здесь у нас есть контрвинт, то есть когда вы установили уже на раму, законтрили винтом и все. То есть это очень удобно. Весокрепление. Конечно же, есть в комплекте у нас уровень есть. Есть все весокрепления универсально, то, что перечислено. То есть все можно со всеми проставками. И есть, конечно же, крепление для
закрепление на стену. Рассчитанные нормально дюбели можно сразу же использовать, и не нужно искать нигде вот эти вот какие-то крепления и все остальное. Ну, давайте следующий посмотрим. А на пятом месте у нас Кронштейн Братекс. Кстати, очень известная фирма, которая стоит там вообще очень-очень дешево. Есть на проме, есть на розеточке. Это KL3869F от 43 до 100 дюймов. И это вот просто крепление, чтобы вы понимали. Цена соответствует. И знаете, что самое интересное? Он действительно крепкий. Давайте я вам все характеристики открою. Он действительно крепкий. У него очень большое количество веса совместимости. Плюс у него от 43 дюймов до 75 килограмм. То есть, если нужны до 100, то берем PLB-шки. Если нужны там от 43 дюймов, потому что там от 60, то берем вот этот вот кронштейн, либо, допустим, кронштейн, который был перед этим. У нас здесь даже уровень есть, но это я вам сейчас тоже покажу. И, конечно же, этот кронштейн имеет преимущество, потому что он не забирает много места. Вот это вот тоже немаловажный вот момент. Он выглядит очень-очень так сдержанно, и по сути вы его не заметите. То есть это если вам надо замонтировать большой телевизор, чтобы было незаметненько, то вот как раз вот такой вот хороший подходит. А вот эта вот рама, да, последнего участника нашего топа, она очень такая достаточно массивная, но она не такая большая, как предыдущая. Она имеет тонкий профиль, то есть она и рассчитана на минималистичный дизайн. Как мы видим, KL3869F от 43 до 100 дюймов, 75 килограмм. Теперь смотрите, сами по себе веса крепления имеют пружинные защелки, то есть вам, чтобы закрепить, вы просто защелкнули, потом оттянуть, все, сняли. Таким вот образом. Они без поворотного механизма, без механизма угла, поэтому они действительно тонкие, можно это все удобно спрятать. Их две в комплекте. Конечно же, есть все веса крепления со всеми вставками и дюбели. Вот такой вот он наш последний участник топа. Ну а я вам наш топ-5 сказал. Пожалуйста, переходите в описание под видео, ссылочки, смотрите, знакомьтесь с характеристиками. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.